Это видео в первую очередь посвящено тем, у кого есть мотоцикл Супер Сока. И кто хочет поменять стандартные говноручки на что-нибудь хорошее, вот как у меня. Я расскажу вам, почему это, сука, боль. Вот у меня тут, значит, наглядное пособие в виде ручки Супер Сока TC. Как видите, я делаю вот так, оп, и она легко разбирается у меня. Смотрите. И вот сам механизм газа. Как видите, вот он. И вы такие наверняка думаете, да, фигня вопрос. Взял просто, стянул ручку, натянул другую грипсу и готово. Да, зашибись, ставьте лайк, подписывайтесь, все такое. А ни хрена. Смотрите, вот эта рукоятка в разобранном виде. Чтобы стянуть с нее ручку, надо ее, сука, разрезать, потому что это просто геморрой. Возиться с ней. Ну, это я так уже быстренько стянул, потому что на самом деле это левая ручка на правой грипсе. Весь писец происходящего заключается в том, что эта ручка вся в клею. Смотрите, вся абсолютно. Вот. При этом она на какой-то черт сделана двухсоставная. Есть черный пластик и есть белый пластик. Вот. И черный пластик чуть тоньше, чем белый пластик. Это вообще даже разные пластики. Обратите внимание, вот эта ручка, с нее грипса была срезана и вот так вот стянута. То есть, чтобы вы понимали, условно говоря, вот как-то вот так вот она сдиралась. Короче, вся фигня в том, что здесь до хрена клея, что вы просто так не сможете ее снять, только срезать. Плюс всю эту поверхность нужно будет зашлифовывать, выравнивать, потому что она вся, вот, ну, это писец, короче. Если вы думаете, что сюда подойдут все грипсы, а многие из вас мне пишут, ну, Лой, конечно, а можно ли поставить вот такую грипсу? Вот, у которой вот такие вот алюминиевые части. Я вам скажу сразу, это писец какой геморрой. Нельзя. Если только вы не будете распиливать вот эти части алюминиевые и пытаться их сюда запихнуть. Потому что здесь диаметр просто не позволяет насадить ее нормально, эту ручку. Ну, точнее как, вы можете снять вот эти вот алюминиевые части и насадить саму резинку. Либо просто надеть алюминиевые части, при этом их придется еще шарошкой пройти внутри. Вот. Вам такое надо? Я думаю, что нет. Значит, смотрите, какой порядок действий, чтобы себе не ухандохали рукоятку. Берете пульт, ну, конечно, лучше его снять с мотоцикла, так вам будет наиболее удобно. Но, конечно, это тот еще процесс, нужно будет засесть в гараже и разобрать практически весь мотоцикл. Ну да ладно. Смотрите, берем пульт, раскручиваем, здесь два винта есть, раскручиваем их, пультик разъединяется, пожалуйста. Дальше мы откручиваем вот здесь вот винтик, вот видите, такая вилочка, за которую прижимается рукоятка к самому пульту. Мы его откручиваем. Если у вас рукоятка вот TC, смотрите, то вам может повезти. Смотря какого года эта модель, у нее может быть съемная часть. То есть вы можете вот так вот взять и аккуратненько, опа, смотрите, отсоединить ее. Видели? Не переживайте, я не сломал ничего, это контакты, они здесь вот находятся в ручке. Берем, вот сюда же обратно подсоединяем, и все нормально. Если же вам не повезло, и у вас старая модель какая-нибудь, то может быть проблемы с этим, потому что в старых моделях ничего не отсоединялось, там провод был. Ну да хрен бы с ним, даже если провод, можете просто взять, вот, пару стяжек перерезать тут, вытащить вот эту рукоятку и уже действовать далее. Что делать дальше? Вытащили рукоятку, режете ее вдоль, грипсу на ней, потом аккуратными движениями вот так вот ее раздеваете, снимаете, все, у вас есть рукоятка голая, чистая. Понятно, вся в клею, вся в соплях, вся в этом говне китайском, но это можно аккуратненько зачистить напильником, если очень грубо, потом пройтись шкурочкой
Сначала чуть погрубее, потом чуть помельче, выровнять поверхность. Ничего, если она будет шершавая, так даже лучше. Но главное, чтобы эта шершавость не была крупная. Видите, как здесь вот прям, ну, на это не натянешь грипсу, согласитесь. Дальше что делаем? Берем новую грипсу. Так, еще раз повторяю, вот это говно не берите. Ребят, я вас прошу, возьмите что-нибудь нормальное. Ну, что-нибудь такое, как вот у меня, смотрите. Вот эти вот грипсы, охренительные, с утолщением. Ссылочка будет в описании. И себе поставите, будете радоваться. Охренительное качество, мне очень нравится. Берем нашу подготовленную рукоятку. Берем грипсу. И делаем небольшой раствор мыла. Мыло для рук обычное, знаете, которое жидкое. И воды. Намазываем всю поверхность вот этой вот рукоятки. Намазываем внутреннюю поверхность грипсы. Если грипса сквозная, вообще отлично, можно там везде промазать и так далее. Если глухая, ну, промазали, вытряхнули остатки соплей и все. Ничего страшного. Обычно у резиновых грипс есть либо отверстие какое-то, либо еще что-то. Вот. Дальше берем, делаем следующим образом. Смотрите, видите, у этой рукоятки есть плоская часть и выступающие. Ну, здесь еще может быть провод. Берем как-нибудь вот так вот, ставим ее аккуратненько на краюшек стола, на краюшек. Здесь провод будет висеть. И аккуратно начинаем надевать, ну, не так быстро, как я тут видел, аккуратно начинаем надевать эту грипсу. Придерживаете вот руками, желательно вот эту часть, смотрите, видите, вот она. Отдельно, видите, ездит. Придерживайте руками вот эту часть, желательно, пока грипсу не наденете до конца. Вот вы ее, условно говоря, надели до конца. Все, вот она надета. Аккуратно это надо делать, аккуратно, потому что вот этот механизм, смотрите, возвратный, он на пружинке, он неразборный. Вот до сих пор никто так и не смог разобрать вот эту часть. Но самая такая поганая особенность в том, что ее очень легко свернуть, смотрите. И эта ручка уже не работает. Ну все, то есть в утиль. И вы можете грипсу на нее надеть и тем самым запороть. Особенно кто любит вот так вот накручивающими движениями, ни в коем случае. Надо только по прямой надевать аккуратненько, знаете, вот так вот пошатывая, чутка подкручивая. И, как я уже говорил, придерживая вот этот вот ободок, вот, который сверху. Видите, здесь вот он ободок крутится. Видите, вот за этот ободок надо придерживать, пока не натянешь всю грипсу вот до конца. После того, как натянул ее, все, можно успокоиться, миссия выполнена. Особый кайф получат те, кто хочет надеть себе грипсы с подогревом. Это еще тот геморрой, потому что у них внутренний диаметр еще меньше, из-за того, что там вот эта нить накаливания идет, которая греет вашу руку. Я понимаю, конечно, кайфово ездить с грипсами, с подогревом и все такое, но, ребята, сока максимально сделали неудобно. Поэтому, ребята, просто будьте аккуратны при установке грипс. И запомните, вот этому нет. А вот этому, да, самая лучшая грипса. На этом сегодня все. Ставьте лайки, подписывайтесь, напишите в комментариях, как вам мои грипсы, ну и вообще, с какими трудностями вы сталкивались, меняя на своем сок грипсу. Надеюсь, вам эта инструкция поможет. Кстати, хочу напомнить вам про наш проект Volt Market. Это площадка в Телеграме, где вы можете найти и купить запчасти и аксессуары для вашего электробайка. Ну а если у вас его еще нет, то и байк можете купить там же. Пролистывайте ленту, выбирайте то, что понравилось, и жмите на кнопку с ценой. Тут же откроется диалог с владельцем, ну а дальше вы справитесь. А если хотите сами разместить лот, просто нажмите на кнопку сверху. Приятных вам покупок! Погодите, не уходите. Кто-то у меня спрашивал про вот эти колпачки с грипсы. В общем, кому надо, могу отдать бесплатно. У меня несколько штук есть. Пишите. Вы знаете мой телеграм. Он будет в описании. Теперь точно всем пока.